Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. На огромном просторе Сибири, среди гористых пейзажей и таинственных лесов, лежит озеро, вокруг которого вязались множество легенд и мифов. Это озеро Байкал – самое глубокое пресноводное озеро на Земле, хранящее в себе тайны и загадки, которые готовы быть открытыми. Под его гладью скрывается нечто удивительное – настоящее геологическое чудо, о котором мечтают ученые и исследователи. Посетив Байкал, каждый гость не может не заметить его необыкновенной красоты. Уникальный ландшафт, чистейшая вода и окружающие его леса создают атмосферу сказочной безмятежности. Но под поверхностью этой идиллии таится нечто большее – загадочные глубины и древняя история, требующая глубокого понимания. Глубина Байкала составляет 1642 метра, что делает его самым глубоким пресноводным объектом на планете. Но, как отмечают исследователи, реальная глубина разлома достигает поражающих 8-9 километров, сопоставимых с высотой Эвереста, величественно возвышающегося над землей. Это незатейливое число – 1642 метра. На поверхности лишь легкая вуаль, скрывающая многослойные тайны подводного мира. Эти глубины наверняка прячут множество секретов, о которых человечество даже не догадывается. Каждый год, исследуя Байкал, ученые находят все новые факты и подтверждения его уникальности. Древние морские отложения и окаменелые остовы организмов, которые жили миллионы лет назад, дают возможность ученым заглянуть в прошлое нашей планеты. Они не только помогают понять, как менялся климат и экосистемы в прошлом, но и каким образом различные силы природы формировали этот уникальный водоем. Байкал имеет свои секреты, которые он охранял на протяжении тысячелетий. Байкал не только глубок, но и чрезвычайно богат. Он аккумулирует около 20% всей незамерзшей пресной воды Земли. Это делает его не только природной сокровищницей, но и важным резервуаром для будущих поколений, играя уникальную роль в многих экосистемах. Общий объем водной массы составляет почти 24 тысячи кубических километров, что значительно превышает объем всех 5 великих озер Северной Америки вместе взятых. Это делает Байкал стратегически важным источником пресной воды, которая с каждым годом становится все более дефицитной из-за роста населения и ухудшения экологической ситуации в мире. Приглашая гостей со всего мира, Байкал остается предметом изучения для ученых, которые стремятся понять его формирование и экосистему. Они исследуют состав воды, органическое и неорганическое содержание, а также влияние на климат и окружающую среду. Данные исследования помогают прояснить, как этот уникальный водоем может повлиять на будущее всего человечества и экосистемы в целом. С точки зрения геологии, Байкальский рифт рассматривается как зародыш будущего океанического бассейна. Окружающие его берега расходятся со скоростью около 2 см в год, что приводит к интересной гипотезе. Через несколько десятков миллионов лет разлом может привести к образованию нового океанского пролива. Необходимо понимать, что не только данный водоем способен удивить, но и предвосхитить геологические изменения на планете. Образование Байкала – это история о соотношении сил природы. Тектонические плиты сходились и расходились, вызывая катастрофические события. Некоторые ученые предполагают, что через миллионы лет, когда Байкал окончательно разломается, появится новый океан, возможно, даже с совершенно уникальными экосистемами. Эти прогнозы ставят перед человечеством и учеными множество вопросов о будущем нашей планеты и ее изменениях, вызывая постоянные дискуссии среди специалистов. Под озером скрыта тектоническая бездна, глубиной от 8 до 9 километров. Зафиксированные 1642 метра соответствуют уровню современных донных отложений, но под ними простирается сложная структура, радикально отличающаяся от обычных озерных котловин. Это открытый разлом континентальной коры, который на протяжении миллионов лет подвергался различным геологическим процессам. Эти постоянные изменения в рельефе также влияют на экосистему. Условия обитания подводных организмов частично зависят от тектонических процессов и могут меняться, создавая новый баланс в природной среде.
Исследования показывают, что такие изменения могут вызывать эволюционные улучшения у существ, подстраивающих свои физические и поведенческие черты под нестабильные условия среды обитания. Интересно, что на глубинах, превышающих 1,5 километра, сохраняется высокий уровень растворенного кислорода, достигающий 70% от поверхностных значений. Это происходит благодаря мощной вертикальной циркуляции воды, которая обеспечивает жизнь даже в самых суровых условиях. Прозрачность воды в озере достигает рекордных 40 метров, что также связано с уникальной экосистемой, в которой главную роль играет микроскопический рачок эпишура. Этот организм служит естественным фильтром, позволяя поддерживать чистоту водоема. Научные исследования показывают, что эксклюзивные условия проживания на глубинах привели к развитию необычных форм жизни. Например, млекопитающие и рыбы, обитающие в Байкале, обладают уникальными физиологическими приспособлениями. Температура и давление создают идеальные условия для формирования новых жизненных форм, которые способны выживать в условиях, где другие существа не могут. Эти процессы эволюции подчеркивают ту удивительную динамику, которая существует в подводном мире, и каждый раз привлекает внимание исследователей. Байкал является домом для более чем 60% видов, обитающих в нем, которые являются эндемиками, то есть не встречаются больше нигде на планете. Эти организмы эволюционировали по собственному сценарию, что позволило им адаптироваться к высоким давлениям, низким температурам и ультрапресной воде. Научные организации активно работают над изучением этих видов, чтобы лучше понять экосистему и предсказать ее возможные изменения в будущем. Уникальные виды, такие как байкальская нерпа, стали символами этого удивительного озера. Уникальная экосистема озера представляет собой хрупкий баланс, который необходимо беречь. Это привлекает внимание экологов, которые ведут кампании по защите водоема от возможного загрязнения и воздействия человека. Сохранение богатства Байкала – это задача не только для России, но и всего человечества, поскольку оно имеет значение для глобальной экологии. Полный водообмен в Байкале занимает около 330 лет, и единственным естественным стоком является река Ангара. Все это делает озеро долговременным накопителем воды, в которой последствия человеческой деятельности могут сохраняться на столетия. Уникальная структура и динамика водоема обеспечивают его важнейшую роль не только в местной экосистеме, но и на глобальном уровне. Тем не менее, несмотря на свою величественность, система Байкала уязвима. Она представляет собой сложный саморегулирующийся механизм, работающий в масштабах времени, несоизмеримых с человеческой жизнью. Научные исследования показывают, что вскоре после вмешательства человека в экосистему могут произойти значительные изменения. Ранее уже фиксировались случаи сильного загрязнения и изменения химического состава воды, например, из-за сброса сточных вод и несанкционированной добычи природных ресурсов. Вмешательство человека может кардинально изменить равновесие жизнедеятельности Байкала всего за несколько десятилетий. Это ставит под угрозу не только уникальную биосистему, но и сам источник пресной воды, столь необходимый человеческому существованию. К сожалению, на протяжении последних нескольких десятилетий мы стали свидетелями, как негативная человеческая активность оказывала давление на окружающую среду. Индустриализация и рост населения вокруг озера могут привести к ухудшению качества воды. Это явление уже наблюдается в некоторых регионах. Проекты по улучшению инфраструктуры и развитию туризма часто приводят к негативным последствиям для окружающей среды. Будучи под давлением, экосистема может оказаться в опасности из-за неустойчивого перехода к более активно населенным и экономически развитым регионам. Экологические активисты и исследователи теперь больше, чем когда-либо, поднимают вопрос о том, каким образом власти могут защитить эту уникальную экосистему от воздействия человека. Вторичные акции и мероприятия по озеленению, а также программы управления отходами являются неотъемлемыми мерами для сохранения Байкала. Байкал – это не просто озеро. Это историческая, геологическая и экологическая капсула, полная загадок и тайн. Оно является символом величия природы и одновременно ее уязвимости перед лицом человеческой деятельности. Его бескрайняя красота и богатство вдохновляют исследователей и защитников окружающей среды. Исследования продолжают углубляться, открывая новые горизонты. Этот уникальный природный объект нуждается в защите,
И сохранение Байкала – задача всего человечества. Каждое наше действие имеет значение, особенно в отношении сохранения этой уникальной экосистемы. Нам необходимо помнить о том, что мы все часть этой сложной системы, где взаимодействие человека и природы имеет колоссальное значение для будущего нашего глобального дома.